Всем привет, друзья, с вами снова Макс, и сегодня, ребят, вы попали на очередной видос по новостям по обновлению по игре Brawl Stars. В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим такие темы по поводу обновления Brawl Stars, которые у нас будут связаны не только с определенными специальными акциями вместе с подарками от разработчиков, но также и с дополнительными наградами прямо-таки от гейм-лидера Brawl Stars Фрэнка вместе с комьюнити-менеджерами, посвященных недавно вышедшему празднику Рамадан. Плюсом ко всему мы с вами обсудим все то, что у нас касается грядущего Бравл Толка от разработчиков Бравла, рассмотрим некоторого рода слитые кадры и под конец я вам расскажу, что за события для нас приготовили разработчики уже на этой неделе. Новости получились интересными, поэтому смотрите ролик до самого конца. А также подписывайтесь на мой канал с колокольчиком и ставьте лайк, и первая цифра вашего лайка именно под этим видео покажет того бравлера, который появится на вашем аккаунте спустя 2 дня после просмотра сегодняшнего ролика. Еще под предыдущим видео много моих зрителей уже выполнили все эти действия и получили новых бравлеров себе на аккаунты, поэтому если вы хотите также лайк, подписка, колокольчик, ну и не забывайте писать в комментариях, какого именно бравлера вам не хватает, и совсем скоро этот боец появится на вашем аккаунте. Ну а мы переходим к новостям. Ну и прежде всего, по традиции, давайте подведем итоги моего розыгрыша на 170 гемов, которые я провожу в каждом своем ролике. Комментарий победителя по тайм-кодам вы можете заметить прямо сейчас на ваших экранах. Напиши мне в любую из социальных сетей по ссылочкам из описания этого ролика, чтобы я тебе реально выдал приз. Друзья, но если вы тоже хотите поучаствовать в розыгрыше 170 кристаллов абсолютно бесплатно на ваш аккаунт, все, что нужно сделать, это выполнить несколько действий. Первым делом это проверить, подписаны ли вы на мой канал с колокольчиком, также поставить лайк под данный видос и написать в комментариях 3 тайм-кодика, когда вы увидели 3 вот такие вот скрытые картинки, которые я спрятал по всему видео. Условия максимально легкие, поэтому я вам советую досматривать ролик до самого конца, чтобы обязательно найти все 3 скрытые картинки. Ну а пока мы с вами проходим испытания от разработчиков и получаем такие пины абсолютно бесплатно, я задумался о том, что было бы хорошо отвлечь себя от Бравла и реально залип в, наверное, что уже знакомую вам игру под названием Genshin Impact. Это приключенческая игра с огромным открытым миром, доступная практически на все устройства, включая PlayStation 4 и 5, ну и, конечно, Android, iOS и ПК. В мире под названием Тейват мы начинаем путешествие в поисках ответов у богов 7 стихий, постоянно разгадывая тайны и объединяясь с разными персонажами Тейвата. Ну и, к слову, Genshin Impact получили награду за лучшую мобильную игру 2021 года по версии The Game Awards. И плюсом получили оценку от IGN в виде 9 баллов из 10. Сам по себе Тейват — это отдельный мир из 7 уникальных регионов, каждый из которых обладает уникальными культурой, одеждой и стилем архитектуры. Вы можете полностью исследовать его, лазать, плавать и планировать по прекрасному миру с топовыми пейзажами, сталкиваясь с различными вызовами, которые вам предстоит преодолеть. В Тейвате есть 7 сил с архонтами своих собственных регионов, и в игре у каждого персонажа свой элемент, который можно комбинировать с другими. Например, вы можете использовать элемент Анемо, а затем Пиро, чтобы нанести дополнительный элементальный урон врагу и так далее. Правильная комбинация элементов поможет нанести эпический урон в бою, ну и куда же без дополняющий прекрасный сюжет топовой музыки. Не оставили нас и без обновлений. В новой обнове 2.6 добавили бойца Камисато Аято, вежливого и предупредительного человека, у которого для любой проблемы найдется множество решений, который лично мне очень понравился, и помимо него еще в молитвах возвращаются Камисато Аяка и Венти. Также добавили кучу новых событий, например, лунная поэзия, где с помощью фотографий на определенную тему мы должны помочь Барду закончить его произведение. Короче говоря, игра действительно годная, и я подумываю о ее съемках на канале, ну а вы при скачивании вводите мой бонусный код с экрана и получайте такие награды. Ну и первым делом хотел бы обсудить официальную информацию, которая у нас, друзья, состоит, во-первых, из данного испытания от разработчиков Бравла. Это, по идее, что было у нас совершенно обычное испытание, как оно, в общем-то, называлось, от снова-таки разработчиков Supercell. И, как вы понимаете, до конца неизвестно, почему все-таки они нам захотели показать именно данное совершенно обычное испытание. Поскольку оно на самом-то деле таковым не является, так как разработчики впервые за долгое время нам подарили с помощью определенного испытания целых 5 гемов. Да, друзья, это в принципе не так уж и много, но все же это подарок именно для тех, кто его смог пройти абсолютно, друзья, без никаких поражений. И в связи с этим также гейм-лидера и плюсом ко всему комьюнити-менеджера Brawl Stars нам опубликовали вот такой вот пост у себя в социальных сетях, где можно будет заметить, как Эль Примо вместе с Амбер, а также и Поко сидят, по идее, что за каким-то столом и пьют чай, что соответственно свидетельствует о том, что по идее у нас ничего такого, в общем-то, вокруг не
происходит. Кроме того факта, что здесь разбросано большое количество роботов, то есть, друзья, частей от этих роботов. Ну и данная тема у нас находится на поле боя Бравл Болла. Ну и давайте теперь прямо сейчас перейдем к этому, в общем-то, посту и рассмотрим остальные пасхалки. Во-первых, друзья, сама по себе подпись данного поста у нас звучит следующим образом. Просто совершенно обычный день, чтобы сыграть в совершенно обычное испытание, которое совершенно не имеет ничего общего с первоапрельской шуткой. Как вы понимаете, это игра слов от разработчиков, и здесь нет никакой пасхалки, даже несмотря на то, что нам хотелось бы ее, конечно же, найти. Но вот на самой картинке уже можно заметить более интересные вещи. Во-первых, это вот такой вот чай, который нам тут показали разработчики, и по идее, что это первая пасхалка. Все дело в том, что данные напитки у нас выглядят здесь максимально странными. То есть, во-первых, у нас Поко, друзья, пьет данный энергетик, это по идее, что банка буста. Далее Эль Примо у нас пьет вот такой вот чай, вместе, друзья, с еще одной чашечкой, которую, в общем-то, разработчики здесь опрокидывают вместе с этим чайником. Ну а Амбер у нас пьет, по идее, что какую-то обычную воду, либо же вот такой вот голубоватый напиток. Все это свидетельствует о том, что, возможно, еще одна данная чашечка, которая нам была здесь отображена на данном столе, у нас может принадлежать какому-то дополнительному бравлеру. Ну и это 100% не вот такой вот Спайк, который у нас здесь вот сидит в углу, друзья, и по идее, что смотрит на данный костер вместе со своим маршмеллоу. Таким образом, какой-то персонаж из трио Поко, Примата вместе, друзья, с Амбер может быть с ними связан, а также и связан с вот такими вот роботами и вместе с данным погромом, который тут у нас, друзья, в общем-то, происходит на этой картинке. Плюсом ко всему можно будет сразу обратить внимание на вот такую вот голову Эль Примо, если быть точнее наверх его головы, и здесь можно будет заметить вот такой вот, друзья, по идее, что какой-то прилет снаряда, который, как вы понимаете, прошил данную маску бравлера Эль Примо до такой степени, что у него прямо-таки, наверное, что загорелась голова. Ну и далее этот снаряд у нас попал в вот такие вот ворота вместе, которые находятся возле этой вот вагонетки. Как вы понимаете, друзья, все это у нас произошло на поле боя Бравл Болла, и с одной стороны это по идее, что у нас может быть отсылка именно к тому же самому горячему мечу, который у нас был доступен в этом же самом режиме, друзья, то есть когда нам разработчики показывали данное испытание, я думаю, что вы все его помните. Но с другой стороны, это возможная отсылка на какого-то дополнительного бравлера, который тоже может быть связан с огнем. Как вы понимаете, до конца данную тему мы с вами понять все еще не можем, но плюсом ко всему тут нам разработчики отобразили вот такую вот каску Динамайка, что соответственно является определенным намеком на непосредственно, снова-таки, друзья, пещеру Динамайка, а также определенные пасхалки, которые связаны с ним. Плюсом ко всему, если мы с вами рассмотрим верхний правый угол, то здесь можно будет заметить вот такой вот максимально странный шар, который нам напоминает, друзья, Among Us. Да, вы реально не ослышались, все-таки данная тема очень сильно напоминает западному комьюнити, а также, в принципе, нашему русскоговорящему. Обязательно, друзья, ту же самую игру, которая была не так давно популярной. То есть, снова-таки повторюсь, Among Us. Если учесть тот факт, что нам разработчики не так давно, буквально более чем 3 месяца назад, поместили файлы игры вот такие вот штуки, это по идее, что какие-то, друзья, файлы игры, которые у нас связаны с игрой Among Us. То есть, это возможная отсылка на коллаборацию, то, в принципе, мы с вами теперь понимаем, что данная штука, которая была отображена в верхнем правом углу, вполне может нам свидетельствовать о том, что разработчики уже начали подготовку к внедрению какой-то коллаборации с игрой Among Us. Не остаются без внимания и плюсом ко всему данные роботы, либо же, друзья, если быть точнее, то один какой-то робот, которого просто разломало полностью на части в связи с той ситуацией, которая у нас здесь возникла на поле боя, друзья, снова-таки в этом же режиме Бравл Болла. Мы все с вами помним вот такие вот отсылки тоже на данных роботов, и здесь с ними вроде бы все было окей. Соответственно, возникает вопрос, неужели это дополнительные намеки на то, что все-таки роботы B13 у нас уже в скором времени смогут вернуться в общий сюжет Бравла, и, соответственно, мы с вами сможем увидеть еще больше пасхалок, которые нам могут дать разработчики непосредственно накануне этого же самого, друзья, большого события, которое у нас ознаменуется выходом дополнительных пасхалок на радиостриме WKBRL. Данную тему мы с вами обсуждали еще в предыдущем ролике, поэтому я не думаю, что здесь нужно останавливаться, но все же таких вот роботов мы с вами обязательно должны принять к сведению, поскольку, как вы понимаете, не могли разработчики их просто так здесь оставить. Ну и плюсом ко всему дополнительной пасхалкой у нас есть и вот такой вот кольт, которого тут нам разработчики показали. Это по идее, что невидимый кольт, которого нам отобразили позади спины данного, по идее, что, друзья, у нас бойца Поко. Как вы понимаете, видеть его здесь максимально странно, поскольку вроде бы нам разработчики хотели бы показать все, в общем-то, внимание приковать именно к этому трио бравлеров, но все же здесь также можно будет заметить в нижнем правом углу бравлера Спайка, а в нижнем левом вот такого вот кольта. Соответственно, что же они здесь нам означают? Как по мне, все максимально легко и просто.
просто. Во-первых, нам разработчики хотели бы отобразить именно данного кольта вот таким вот невидимым, поскольку хотели снова-таки отобразить видимость того, что разработчики что-то от нас скрывают, и мы, по идее, что данную тему вполне можем заметить. То есть, как вы понимаете, здесь его обнаружить было не так уж, в общем-то, и, друзья, сложно, поскольку данный силуэт у нас, по идее, что располагался прямо-таки за силуэтом Poco. Соответственно, это такого рода отсылка на то, что именно те вещи, которые нам будут показывать совсем скоро разработчики, которые мы с вами можем посчитать скрытыми, вполне будут доступными, и мы сможем их 100% разгадать. То есть, это такого рода, друзья, отсылка именно к следующим картинкам. Что касается Бравлера Спайка, то это у нас отсылка, друзья, непосредственно к этому сайту, в общем-то, который у нас называется starpark.biz. То есть, как вы понимаете, у нас там уже ранее были отображены данные, в общем-то, по идее, какие-то продукты в виде данного чая, воды вместе с энергетическим напитком, ну и плюсом ко всему вот такие вот маршмеллоу. И мы с вами не так давно обсуждали и вот такую вот картинку, которую тоже разработчики добавили туда не так давно. Соответственно, в совокупности все эти факты нам могут дать понять, что разработчики таким вот образом нас снова-таки с вами посылают на этот же самый сайт starpark.biz. И, наверное, что совсем скоро там должны будут быть опубликованы какие-то дополнительные, друзья, возможно, картинки, возможно, пасхалки, возможно, намеки на следующие обновы, на которые нас хотят, в общем-то, направить разработчики. В любом случае, как вы понимаете, данная картинка у нас полностью, друзья, и целиком не оправдана, поскольку, как вы понимаете, мы с вами до конца не понимаем, что же здесь нам показали разработчики. Это, во-первых. Во-вторых, здесь у нас творится какой-то хаос. И, в-третьих, это вполне может быть отсылкой, то есть данная картинка на какое-то безумие, связанное с игрой Among Us. То есть, возможно, будет какой-то режим, друзья, по уничтожению предателя, который тоже будет связан с Бравл Болом. Ну и данная пасхалка в верхнем правом углу является, друзья, определенно тому подтверждением. Я думаю, что от этой картинки можно вполне отходить. Более того, как вы понимаете, нам разработчики уже все то, что хотели показать. То есть, друзья, данные подарки вместе с гемами уже 100% показали, отобразили, и по идее, что игроки все поняли. То есть, когда разработчики нам говорят о том, что это какое-то совершенно обычное испытание, что в нем нет ничего интересного, там реально это испытание будет каким-то интересным. Такая же тема у нас касается пасхалок вместе с картинками. Ну а когда разработчики пускают пыль в глаза и говорят, что по идее, что какое-то грандиозное обновление, все дела, это у нас по идее, что, друзья, будет совершенно неинтересная тема, на которую можно не обращать внимания. Первым делом на ваши экраны залетает вот такое вот специальное предложение, которое появилось абсолютно для каждого игрока после того, друзья, как у нас по идее, что вы могли пройти данное испытание. Плюсом ко всему, друзья, как вы понимаете, это была обычная шутка от разработчиков, то есть это именно то, что вы хотели бы увидеть. То есть вы понимаете, друзья, что забираем мы вот такую вот, в общем-то, топовую награду, прямо-таки за один кристалл. Ну и как вы понимаете, снова-таки такого просто быть не может, поскольку для разработчиков данная тема и, в общем-то, награда будет являться не совсем выгодной. Поэтому после нажатия на данное, в общем-то, друзья, у нас специальное предложение, оно попросту исчезало. Возможно, вы его могли заметить, возможно, не замечали, но все же, как вы понимаете, никто из игроков не сумел получить этот подарок, поскольку это просто обычный, если так можно назвать, фейк от разработчиков, прямо-таки в магазине. Что касается следующей картинки, то здесь можно будет, друзья, заметить донат в виде 170 кристаллов, прямо-таки от геймлидера Бравл Старса Фрэнка, на что нам, в общем-то, указывает вот такая вот подпись. Данная тема была у нас, друзья, специально приурочена абсолютно для каждого игрока, кто создал карту в течение, друзья, в общем-то, праздника Рамадан. То есть, как вы понимаете, все это у нас будет действовать начиная со 2 апреля до, прямо-таки, друзья, как вы понимаете, 9 апреля. Каким образом будет выбран именно тот игрок, который получит данную награду, до конца непонятно, но снова-таки этот скриншот выглядит максимально, друзья, правильным и, по идее, что никаким образом не прифотошопленным. Поэтому, я так понимаю, что нужно создавать как можно больше карт и отправлять их на одобрение, и, возможно, именно вам тоже повезет, и в течение этого времени, то есть, друзья, этой недели, вы сможете тоже забрать 170 гемов. Ну и что также касается каких-то дополнительных событий, то одно из них, в общем-то, находится на ваших экранах. Это, друзья, вот такой вот праздник Леонов, который будет нам показан прямо-таки в игре, начиная, если я не ошибаюсь, с 5 апреля. Это снова-таки, друзья, у нас не точная информация, поскольку данный праздник уже появился на некоторых индийских серверах, и есть большая вероятность, что нам разработчики смогут перенести его и на наши с вами обычные сервера. Суть данного праздника заключается в том, чтобы вы играли на разного рода Леонах, ну а потом смогли купить себе по скидке какой-то один из этих, друзья, перечисленных скинов. Ну и под самый конец видоса у нас осталась вот такая вот картинка, которая была, конечно же, обнаружена на просторах интернета, и здесь можно будет, друзья, заметить данную интересную штуку, которая у нас касается не только Старпарка, но и остальных игровых режимов.
Во-первых, друзья, хотел бы задать вам вопрос, ну а данную всю тему мы с вами обсудим уже в следующем ролике. Как вы думаете, может ли это у нас быть определенной превьюшкой следующего Бравл Толка? И видели ли вы где-то еще вот такой вот силуэт данного персонажа? Жду ваши комментарии, на этом видос подошел к концу, с вами был Макс, всем удачи, всем пока и до новых встреч, друзья.